Всем привет! Сегодня наступили минуса, и наконец-то можно сделать видео минуса по Mazda 6 GG первого поколения. Как мы видим сегодня, утром было что? Правильно, то, что я не люблю. Первые минуса. Машина вся, конечно, заморозилась. Мы находимся на том же месте, где снимались плюсы. Я забыл сказать, что первые плюсы, первое видео, ссылочка вот здесь вот будет сверху. Можете посмотреть плюсы. Я забыл вписать в плюсы такую штуку, что есть отзыв по подушкам безопасности. Если вы забиваете свой ВИН-код автомобиля на сайте Mazda, то у вас написано: бесплатно можно записаться и бесплатно приехать поменять подушки безопасности. Даже 2005 года. Вот это интересно. Ну а теперь поехали по минусам. Как вы думаете, с чего можно начать? Правильно, с кузова. Кузов первого поколения – это сильное страдание. И если вам рассказать по кузову, то по кузову идет, конечно, повсеместная болезнь. Это все. Начнем вот с кузова. Крылья тут, там грязь закидывается. Надо мовилить, сразу делать все это. Крылья – это тоже бич, они гниют здесь. Пороги, само собой, пороги сгнивают нафиг. Кромки дверей – это болезнь. Особенно вот у меня, если показать по этой машине, то можно посмотреть. Вот это вот, этот вид, это и есть ужас. Нужно обязательно вот эти дренажи открывать, продувать, убирать дерьмо. И тогда будет счастье. Точно так же на передней двери, но тут не так болезненно. Тут еще все в порядке. Значит, что у нас еще? Как всем известно, как ни странно, у меня на 280 тысячах отгнил глушак. Вот так вот бывает. Ну, по кузову всем известно, что тут правая задняя фара. Здесь у нас есть ниша под домкрат с этой стороны. Сейчас не буду разгребать, потому что нужно обязательно снять этот контент, я обещал. Тут у нас всегда вода. Очень многие люди говорят, что подтекает отсюда или отсюда. Я не знаю, я тоже с этим борюсь. Ничего не могу поделать. Непонятно. Ну, как вы знаете, краска у этой Mazda, конечно же, очень плохая. Тогда она делалась там, чтобы не загрязнять окружающую среду и тому подобное. На самом деле это повлияло очень на то, что она царапистая. И с ней что-то делать, и петухи орут, с ней что-то делать, это бессмысленно. Конечно, перекрашивать было бы лучше, но это на любителя. Ну, перейдем как бы в салон. Что я по салону могу сказать? Руль после 180 тысяч превращается в плохое подобие дешевого какого-то руля, потому что тут уже, как вы видите, но заметно, да, перетирается. В зависимости у кого, как, не знаю, потовыделение идет, можно так сказать. А в остальном руль очень эргономичный и удобный. Отдельно у меня, могу сказать, на 280 тысячах разошелся шов. Это, конечно, не критично, но разошелся шов. Надо делать. В принципе, я думаю, прошить можно и даже отсюда. Иголкой, вот такой вот, как игловой, я не знаю, угловой, круговой. Что я могу сказать по правому сиденью? Всем известна эта болезнь правого сидения, да? Тут у нас датчик, коврик, точнее, присутствие пассажира существует. И если вы будете пылесосить в этой машине, а вы недавно купили, и у вас, слава богу, все работает, никогда коленкой не продавливаете это сиденье. Вообще старайтесь по ним не лазить коленками, вдавливать. Чревато последствиями. Минусы, да, у многих есть с подогревом сидений. Вот эти вот подогревы передних сидений, они, конечно, вышибают полностью, выгорают, но я видел это мало. У меня на 280 тысячах, 281 тысячи пока что все отлично. Тьфу-тьфу, как говорится. Что я могу сказать про концевик освещения бардачка? Это на то и есть бардачок, он называется. Тут есть лампочка, она у меня уже куда-то там, я ее запрятал. Минус в том, что у вас нету концевика освещения бардачка. Он не существует. Когда вы включили габариты, то тогда у вас работает и свет здесь постоянно.
И эта лампочка или перегорает, или вы меняете на светодиод. Но если вы едете в кромешной тьме, то у вас, когда закрыт, вот через эту щелку все видно, что он светится. Частое залегание нашего любимого ручника, не без этого. То есть обязательно нужно обслуживать задние суппорта. Машина, как всегда, в движении, она может быть грязная. Я не готовлю, не натираю ее. Вчера ездил. Обслуживать обязательно нужно задние суппорта. Ну, про передние, конечно, тоже. Передние суппорта, у них есть болезнь, когда у вас порвались пыльники. У вас может, конечно же, поршень суппорта весь быть ржавый. И может быть перекос, невозврат, перегрев. Перегрев идет сразу же, перегрев тормозного диска. Тормозной диск перегревает, значит, подшипник ступичный. Ну и после этого вы понимаете, текучесть смазки куда-то утекуется, и вы попадаете на ступичный подшипник. Так что от суппорта зависит очень много. За ними следить надо, а то попадается и суппорт, значит, нужно менять, и, конечно же, ступичный подшипник. Конечно же, всем известно головное освещение, то есть ближний, дальний свет Mazda 6. Это просто у всех бич, потому что это не вариант. Во-первых, стекла уже устают, это раз. Во-вторых, ваши линзы, которые там стоят, а они у меня уже тут стоят другие. Это есть на моем канале, как я менял линзы. Прошу по ссылке снизу посмотреть. Очень интересно. Свет преобразился очень во много раз. В стиле Lexus стал. Светотеневая граница обалденная стала. Ночью я не слепой, я еду, все вижу. Если надо, корректором подниму фары, тоже не слепит, ни один не моргнул. Все четко работает. Советую посмотреть. Ссылочка снизу. А все ссылки по каким-то движениям по Мазде будут ссылки. Вы можете прочитать и понять, что я поменял из минусов в плюсы. По шумоизоляции. По шумоизоляции, конечно же, Mazda 6 это тоже тот же японец, у которой шумоизоляции не существует в принципе. Ее очень мало. Когда я зашумил правую часть дверей, СТП Пласт, или я не помню как, короче, зашумил. Плюс еще на картах дверях, конечно же, я сделал поролоновую такую обклеечку тоненькую. Я не знаю, как это, не разбираюсь в этом, но я посмотрел где-то на ютубе и понял, что это нужно. Я это сделал, и когда ехал по МКАДу, у меня как будто правое ухо немного в берушах было, то есть закрыто. И я понял, что это классно. И зашумел, конечно же, левую часть, правую часть и задние арки, потому что они в доступности передние. Я так и не сделал, из-за этого я слышу, когда по воде едешь, ну, как бы бассейн какой-то есть. По шумке советую, конечно, сразу же сделать, кайфанете. Ну что, давайте немножечко под капотом полазим. Плюс я рассказал, что бачок тут находится, а не где-то там, потому что тепло. Это все в плюсах, смотрите. Под бачком всем известно правая гелевая, гидравлическая, гапическая, в общем, короче, подушка двигателя, которая очень часто умирает, и нету пока какой-нибудь дешевого аналога или варианта, как я понимаю, еще не найдено. Если вы нашли дешевый аналог или вариант, или из чего-то сделали, допустим, там из какой-нибудь Audi Q7 подушку от дизельного двигателя вкорячили, потому что да, есть на моем канале, тоже ссылка снизу, есть такая штука, как ваговская подушка, коробки передач на Golf 4, что-то B3 Passat, они подходят, перевариваются. И у многих ездит. Да, у Миша Зам, да-да-да, это о тебе точно так же вспомнил, что у тебя она ездит, и вполне отлично. Значит, минус по движку, ну, если слева направо идти, минус по движку могу сказать, конечно же, начинается масложор. Конечно же, в поршнях нету отводящих каналов масла. Да, как бы это тоже бич, но это уже так. Можно сказать, гидроусилитель всегда в порядке, если вы меняете масло. Что еще было? По подушкам двигателя, в принципе, все. Задняя подушка гитарой называется, она выглядит как гитара. Она, ну, мало изнашивается, но если правильно поставили, от этой машины нормально. Где коробка, подушка, она, в принципе, не умирает. Но все равно можно поменять, не знаю, аккумулятор. Как всегда, если у вас с электрикой все в порядке, ходит долго. Трубка кондея. Где-то у меня на канале я найду и тоже ссылочку оставлю.
тут есть, вон она виднеется, трубочка проходит. И там она сочленяется через переходник. В общем, там грязи много накидывается. И это болезнь Mazda 6 первого поколения. Эта трубка начинает там... Короче, в этой трубке начинается коррозия. И капец кондею. Большая часть оттуда. Она вылечена. Слава богу, все сделано. Радиатор. Радиатор это тоже бич Mazda. Он может подтекать. Нужно смотреть обязательно снизу, там и там, где трубки, вообще просматривать эти места. У меня уже поменен. Тоже ссылка внизу. Этот радик у меня стоит нормальный. То есть бывает до такой степени, что даже, не знаю, в первом или во втором поколении перемешиваются жижи. Что быстрее сгниет, называется, на штуцере. И, ну, что быстрее сгниет, то и сгниет. То есть перемешается или... АКПП зайдет в систему охлаждения или система охлаждения в АКПП. Лучше, конечно, первое, чем второе. Дешевле исправить. В остальном под капотом что тут у нас? Да ничего интересного. Тут все педантично, можно так сказать. То есть шумка сверху. Капот, конечно же, бьется со временем и начинает гнить вот в этих местах. То есть это очень заметно. Вот по этим вот скольчикам. А вот этого никуда не деться. Машина не молодая. Забыл совсем сказать по поводу шумоизоляции дверей. Ну, можно послушать. Замерзла. По поводу шумоизоляции дверей. Когда вы зашумели их, у вас появляется объемный бас. Реально музыка преображается в несколько раз. То есть у вас становится объемный звук, достаточно глубокий. Так, что касается подсветки дверей, это у вас вот здесь. Здесь находится лампочка, да, советская лампочка. У меня еще тут не очень видно, но можно вот так вот посмотреть. У меня тут стоит проектор еще с 2012 года. К чему я это говорю? Если вы захотели поставить сюда светодиод какой-нибудь красивый или типа того, и нечаянно поставили не той полярностью или замкнули, значит, это место, у вас не предохранитель вылетит, у вас вылетит блок комфорта. У меня это было, я проходил. Блок комфорта находится вон там, где этот бардачок, его откидывается, и рукой вверх лезешь, и там вот такой блочок комфорта находится. И он у вас каким-то макаром выгорает. После этого, знаете, что происходит? У вас в блоке комфорта не работает центральный замок, только из-за этой лампочки, только из-за нее. Как все происходит? Центральный замок не работает, свет у вас не работает. И вы, когда будете вылезать из машины, вам нужно пройтись по кругу, вот это все закрыть, вот эти вот, ну как в «Жигулях», короче, пам-пам-пам, закрыть. И тут вы закрываете с ключа. И получается, машина превращается чуть-чуть в «Жигули». Блок комфорта примерно стоит от, ну, можно, наверное, от 1500 уже найти, до 5000. В зависимости, где вы будете покупать. Без него вы ничего не сделаете. Пытался его изучить, не помогло. Конечно же, доводчики дверей. Ну, не доводчики, ограничители дверей. Это большой минус. Они очень быстро умирают. И вот наглядный пример. Вот эта дверь, я ее открываю. Ее можно, да, она удерживается. Но есть видео, опять же, снизу, как я дешевым способом обошелся по поводу доводчиков дверей. Но тут я плохо сделал в этой двери. Из-за этого она закрывается легко. Вот эти двери достаточно нормально работают. То есть раз и в нескольких положениях. Но уже подустали. Значит, и это точно так же. Оп. То есть оно блокируется. Смотрите видео, которое по ссылке снизу. Как сделать легче и дешево. Почти в 0 рублей. Еще мне очень много непонятно, нафига, вот когда ты включил обязательно, ну, короче, габариты, ближний свет фар и включаешь противотуманки. На приборке они горят. Видно, вон там противотуманка загорелась. Вон она, да, ага, загорелась. Но сзади у нас почему-то противотуманка одна сделана. В чем прикол? Почему нельзя было 2 посадить противотуманки сразу? Я не понимаю вот это вот. Машину сейчас решил прогреть. То есть вот тут псевдо
Псевдолампочка. Нафига? Вот это мне непонятно. Ой, а что это у меня светодиод заднего хода как-то отвалился немного вниз. Ну, вроде бы работает. Ну, ладно. Видите, противотуманка тут одна. И еще один минус. Если у вас начал замок задний мозги делать, то есть не закрывать, я это прошел. То есть открывается тут, и вот в этом узле косе проводов, вот тут все и происходит. Тут провод перетирается. Вот даже видно, вот тут, вот видите, как-то он нехотя как-то стоит, лежит. И вот этот провод, он начинает перетираться. Прозваниваете провода от до. Там вот как раз есть коса. Вы можете прозвонить, и будет вам счастье. Замените провод, вырежете, и заработает замок. Конечно, замочек надо обязательно смазывать. Смазывать и обслуживать. Мовилью точно так же в эти дырочки заливаете, все. Начнет гнить. Бывает неожиданная болезнь. Многие, я думаю, это проходили. То есть, значит, дверь вы дергаете, она не открывается. Значит, у меня как это было? Я приехал на заправку, сижу в своей машине, хочу вылезти. Дергаю за ручку двери. Она достаточно легкая. Я не понимаю, в чем прикол. Ну ладно. Думаю, тяга или чего-то там отошло. Хорошо. Опускаю стекло. Дергаю за ручку двери с другой стороны. Не открывается. Думаю, ну окей, с сигнализацией я-то открою. То есть принудительно открываю, не открывается. Пришлось, как дебил, вылезать через пассажирскую дверь. В недоумевании просто, что произошло. Потом, прошарив форумы, нашел, это было давно уже, нашел, что там вот тут вот пружиночка есть. Пружиночка в двери, пружиночка отвалилась. И из этой маленькой пружиночки у вас происходит проблема, что эта дверь больше не открывается. То есть не так, не сяк, не так, не сяк. В общем, вы не можете открыть. Пришлось в закрытой двери снимать карту двери. Очень сложно, но пришлось выдергивать все это, отщелкивать. И тогда я долез до этой пружинки, она здесь находится. Я думаю, у меня видео нету, но пошариться можно, найти можно. На форумах уже полно этой болезни. И тогда я сделал, и теперь у меня работает. Простую пружинку купил в автозапчастях, и она подошла. Еще на многих моделях Mazda, особенно тоже Форды есть и все остальное, с этой стороны находится генератор, ремень генератора и все остальное. Конечно же, натяжные механизмы выходят из строя. Это паразитный ролик, обгонный называют, и натяжной. У них подшипники заканчиваются, начинает подсвистывать. У нас цепной привод. Значит, у нас тоже бывают с цепью проблемы, вот шумы. Но сейчас вот мы слышим, работает нормально. Если я сейчас дам нагрузку, то будет работать по-другому. Иногда тиканье появится. Люди думают, что это у вас пошла цепь гулять, короче. На самом деле это ролик на генераторе, придуманный не знаю зачем. Многие знают, что придумано это, типа там какое-то инертное что-то движение. Но, в общем, эта штука, она начинает тикать, когда устала. И проскальзывать, и все остальное, что-то в этом роде. И звук создается. Вот сейчас мы попробуем включить нагрузку. Хотя я ролик менял. Мы включим обогрев, подогрев сидений. Пам-пам. Нагрузка пошла. Можно было и фары еще врубить. Нет, у меня этого звука все-таки нету. Мне поменяли 2 года назад этот обгонный ролик на генераторе. Не обгонный ролик, в общем, шкив генератора. Значит, сейчас сижу в машине и попробуем пробежаться по салону. Первое, что очень неудобно для курильщиков. Вот эта пепельница, кто ее так придумал? То есть, если вы хотите вынуть пепелку, это капец. Это такое, как он называется, квест. Можно, конечно, нажать тормоз на нейтралочку и ручничок, который у меня, кстати, включен. Тогда у вас пепельница спокойно вынимается. Ну да, она маленькая для женских сигарет. Вот. Не сравним со 190-м Мерседесом. Кто знает, тот понял. Но тут вот, если вот так вот делаете, это, конечно, неудобно. Очень неудобно создано. То есть это придется вот так, у вас по-любому просыпется. Хорошо. Дальше.
По поводу вот этих вот диффузорчиков Альфа-Ромео. Желательно, конечно, не вешать сюда телефоны. Блин, вот эти вот сочленения очень хреновые у них. Вот это у меня уже, вот это, оно уже заклеено, потому что она отломалась. Я попытался много раз восстанавливать, ничего не вышло. Еще в некоторых моделях есть... Тут нету такого стука, потому что я уже сделал это. Значит, что я могу сказать? Вот такой звук маленький. Это, если, конечно, это у вас не рулевые тяги, не рейка, а вы чувствуете, что где-то это в салоне, то у вас есть тут телескопическая звезда, труба такая вот, которая ходит. Если вот эксцентрик сделать, да, руль у нас вверх-вниз и на себя, вот как раз когда на себя и обратно, вот эта вся фигня и есть. А вот я себе сбил руль. Но давайте посмотрим, что за телескопическая звезда. Ее нужно обновлять смазку. Давайте посмотрим. Вот посмотрим, вот эта вот телескопическая звезда и есть. Вот она. Это вот тут, вот здесь. Вот как раз когда руль вы на себя тянете, она и ходит. Вот здесь есть. Здесь, если посмотреть, там есть шлицы. И там смазка. Смазку нужно самую густую туда закинуть. И у вас этот звук пропадет. И я вам скажу про вот эти уплотнители. Вот эти уплотнители, на самом деле, они уже деревянные. У меня была идея, я думаю, в будущем видео будет, как я придумаю эти уплотнители, не купить новые, а переделать. Есть идея, но пока не дотянулся. Из-за этого, то, что у вас деревянные вот эти уплотнители, вот тут вот все уплотнители, у вас, получается, царапается все стекло. Что вы видите и у меня, оно царапанное, вот прям видно. Вот если я руку поставлю, сфокусировалось и видно, короче, царапины. Это тоже минус. Ну, то, что устают вот эти вот штуки, видите, она без блокировки крутится, вертится, это тоже минус, потому что сработалось. Нужно следить за этим. Во многих японцах, на самом деле, вот эти вот подкрылки, они войлочные. Вот тут они точно такие же войлочные подкрылки идут. Очень плохо видно, но вот так вот видно. Это тот же валенок. Валенок, который сделан для того, чтобы была шумоизоляция. Но этот валенок очень хорошо впитывает влагу и ее долго не отдает. И пока она испаряется, у вас подкрылок металлический весь там гниет. Конечно, спасение легкое. Вам всего лишь нужно будет снять подкрылки, промыть их керхером какого-нибудь высокого давления, в общем, промыть их, отмыть чисто, высушить и пролить антигравием, антигрунтом, мовилем, чем хотите, короче, чтобы, ну, лучше, короче, антикором их пролить, который высыхает, ну, что-то в этом роде, и тогда у вас будет бомба. Они становятся пластиковые и не пропускают влагу, и шум тоже так же поглощают. Идеальная штука. Но я так еще не сделал. Некогда. Во многих еще Маздах вот это вот из-за того, что прилегание этой резинки уже деревянное, и оно, в принципе, не отделяет воду и затекает туда, особенно вот если посмотреть тут, то мы можем увидеть, это задняя дверь, мы можем увидеть какую штуку? Мы можем увидеть дырка. По этой дырке всегда стекает туда вода. Вода, они, во-первых, гниют. Вот эти вот стоечки, она у меня уже покрашена, но вздулась, вы видите. И вот если вниз посмотреть, это направляющая этого стекла. И вот эта направляющая этого стекла вот в этом месте начинает гнить и вообще отгнивать. Точно так же противоположная сторона работает. То есть, короче, просто вот эти вот стоечки, они сгнивают нафиг внизу. Готовьтесь к этому, когда будете разбирать дверную карту, вы увидите эту болезнь. Еще болезнь есть, совсем забыл сказать. Здесь у нас, вот здесь под пассажирским ковриком, есть вин-код. Вин-код — это тоже болезнь. Посмотрите, в каком он состоянии у меня. Я его промазал, в принципе, этим, как его. Ну, вы видите, состояние, конечно, не очень. Как же это называется-то? Короче, солидолом, ёлы-палы. Солидолом промазал его, и я думаю, сохранность будет лучше, потому что доступа кислорода нету. Ну, про задние арки я вам сказал, особенно про валенок. Валенок делает свое дело. Задние арки — это болезнь у Мазды.
У меня тут она сделана полностью. Сейчас грязная, но с той стороны, с левой, вы можете посмотреть, и вы заметите. Вот тут как раз болезнь. Тут видно болезнь. Вот она поплыла. Вот тут плывет все. Эту часть я еще не делал. Я думаю, буду делать. Ну, ребят, как бы на этом, я считаю, по минусам, наверное, все. Хватит на сегодня. Если я что-то пропустил, вы вправе всегда дописать, где-то оспорить меня. Я всегда люблю читать все комментарии, я жду ваши комментарии. И они часто прилетают. У меня не так много подписчиков, чтобы я думал, нафиг эти комментарии. Спасибо большое, что вы смотрите. Я думаю, при покупке обязательно вам это поможет все. Вот эти мои минусы и плюсы Mazda 6 GG. Потому что я владею 8 лет, напомню. И если вы досмотрели до конца, поставьте лайк. Мне приятно за работу. Ну, я вроде бы все вам рассказал. На этом как-то так. Блин, я начинаю копировать Эльдара, да? Автоподбор. Не-не-не. На этом всем пока. До новых встреч. И ровного давления в шинах по вашему мануалу. Дальше будет еще видео. Машина никуда не уходит. Mazda 6 работает и любит своего хозяина. И я ее тоже люблю. Ну вот. Ну и мы сейчас поедем по делам. Всем пока еще раз. До новых встреч. Следующее видео будет, сразу скажу, плюсы и минусы сразу от моих подписчиков и просто гостей, зашедших на канал и оставив комментарии внизу. Так что ждите. Это уже все люди, кто пользуется или продали эту машину и написали свои отзывы. Все, пока.